Hi, people! Я еще не забыла, что у меня есть рубрика Wacky Life в стиле. Собственно, поэтому это видео будет посвящено стилю фэнтези, а именно эльфийской сказке. Не знаю, почему я решила именно так назвать скорее, потому что смотрится красиво, но неважно. Пользуясь тем, что ты до сих пор смотришь это и не перемотал, и не выключил видео, я попрошу вас написать свои идеи в стиле, чего бы вы хотели видеть Авакин. А сейчас само видео. Я могла бы, конечно, вам посочинять свои сказки про эльфов, но поскольку их придумала не я, то, пожалуй, обратимся к Википедии. Эльфы – волшебный народ в германско-скандинавском и кельтском фольклоре, известны также под названием альвы, сиды или ши. Внешне эльфы очень похожи на людскую расу, если не считать их несколько бледноватую кожу, заостренные уши, худощавость и необычную грациозность тела и красоту лиц. Эльфы живут дольше всех существующих народов. Трудно сказать точную среднюю продолжительность их жизни, но если верить некоторым источникам, то эта цифра колеблется в пределах от 500 до 800 лет. Физиологически эльфы практически не склонны к старению, по крайней мере внешне, и основным периодом жизни они считают юность. Описания эльфов в различных мифологиях различаются, но, как правило, это красивые, светлые существа, духи леса. Они постоянные персонажи сказочной и фантастической литературы, в особенности фэнтези, наряду с гномами, гоблинами и троллями. Существует расхожее мнение, что эльфы и феи — это одно и то же, однако они могут быть как одним и тем же, так и разными существами. Несмотря на частую схожесть описания, традиционные кельтские эльфы, например, могли изображаться крылатыми, в отличие от фей, которые в кельтских сагах мало чем отличаются от обычных людей. В скандинавской мифологии существовали два типа альвов – верхние, светлые, и нижние, темные или свартальвы. Причем последними в Эддах уделяется значительно больше внимания. Это существа, живущие под землей и обладающие смуглой кожей. Они неоднократно создавали для богов волшебные вещи. В позднем фольклоре этот образ слился с гномами. У Уильяма Шекспира эльфы — это маленькие воздушные крылатые существа, напоминающие не эльфов английского фольклора, а скорее маленьких и крылатых малюток Пикси. Это шутливо подчеркивал Толкин, считавший свое отображение мифических рас более соответствующим германскому, кельтскому и вообще европейскому фольклору в целом. К слову, в качестве обустройки дома я выбрала именно этот, ибо он больше всех был приближен к лесной тематике. И давайте закроем глаза на то, что в доме есть электричество. Продолжаю дальше. Англичане, в отличие от жителей скандинавского полуострова и Германии, не разделяют эльфов на светлых и темных. Эльфы видятся англичанам скорее в образе фейри, не злых, но и недобрых существ со своими странностями, пристрастиями и пороками. В некоторых графствах Англии люди верят в более или менее добрых, хотя и озорных эльфов, в других же в жестоких, злых и уродливых человечков, также называющихся эльфами. Чаще всего их обозначают одним словом «пикси». У эльфов есть один особенно неприятный порок – это их страсть к воровству. Еще пускай бы забавлялись они тем, что обирали бы поля с горохом, да опорожняли бочки с пивом, либо, забравшись в погреб, вытягивали через соломинку дорогие старые вина. Но нет, они не довольствуются этим, их воровство принимает обычно гораздо более важный и вредный характер. Они постоянно стараются уводить в холмы невест тотчас после венца и уносить новорожденных детей до крещения. На место похищенных малюток кладут они в колыбели каких-то своих уродцев, которые мучают всех окружающих несносным криком, злостью и капризами. Эти черты характера эльфов особенно возбуждали против них негодование людей, и много существует разных легенд о подобных проделках жителей холмов. Все подобные легенды, равно как и поверья, послужившие им основанием, очень древние и так сильно укоренились, что до сих пор поселяне в Швеции и Германии очень неприязненно смотрят на хромых, горбатых и болезненных детей, называя их обыкновенно подкидышами эльфов. В Дании, по словам эльфы, подразумеваются существа, легенды о которых широко распространены по всей Северной Европе. Их называют скоги или лесными духами или элли. Описание их схоже. Мужчины похожи на стариков в широкополых шляпах, а женщины молодые и прекрасные, однако под зелеными платьями они прячут бычьи хвосты, как и мужчины элли. А если случайно увидеть женщину элли сзади, можно увидеть, что спина и затылок у нее полые.
Хотя легенды об эльфах не слишком распространены в Швеции, их фольклор включает в себя большое количество рассказов и легенд о фейри и всевозможных мистических существах, обитающих в лесу. Считается, что лесные духи, упоминаемые в старинных шведских преданиях, это лесные эльфы или по-другому лесной народ. Во времена язычества люди верили, что в особенно раскидистых и мощных деревьях обитает лесной эльф. Ореол святости вокруг языческих рощ и деревьев вперед начала древнего обычая совершать жертвоприношения на деревьях. Возможно, сама идея обитаемых деревьев была заимствована из греко-римской культуры. В Швеции, как и во всех странах Северной Европы, есть сказания о волшебных существах с полыми спинами, обитающими в лесах. Шведы называют их скоги. Скоги, скорее всего, не относятся к числу злых духов, но люди предпочли с ним не встречаться. Для чего и брали с собой в лес металлические предметы. Версия о том, что сверхъестественные существа боятся железа, так широко распространена в Европе. В Швеции до сих пор можно увидеть так называемые эльфийские алтари, на которых во времена язычества совершались обряды жертвоприношения. Некоторые эти обряды проводились и после принятия христианства. Часто встречаются истории о ведьминых кольцах. Считается, что в этих местах эльфы или лесные духи по ночам возят хороводы. Существует много легенд у разных народов, чаще всего шотландцев, шведов и ирландцев, о том, как эльфы предлагали смертным, чаще всего рыцарям, вступить в их хоровод и принять участие в танце. При этом, если человек отказывался, мстительные эльфы насылали на него страшные болезни и несчастья, а если соглашался, то на утро, когда магия эльфов рассеивалась, человека находили мертвым в центре ведьминого круга. Интересно, что в некоторых шведских преданиях эльфов разделяют на 3 группы, принадлежащие, соответственно, стихиям земли, воздуха и воды. Лесных эльфов в том числе относятся к стихии земли. В той же мере в Швеции распространены сказания о горном народце. Об этих существах известно мало, несмотря на обилие сказок и историй. Горным народцем называют и эльфов, и гномов, и даже иногда троллей. Ну, в принципе, я думаю, хватит информации. Мне даже показалось, что ее уж слишком много, но тем не менее, все еще интересно. Не знаю, как в плане обустройки дома вышло, ибо было сложно понять, чем пользуются эльфы, но я опиралась на то, что им не до домашних посиделок, а у них есть более важные дела. Воровать, например. Если что, этот дом будет у меня открыт, так что можете зайти в любое время. Мой код друга на экране. А теперь давайте посмотрим итог. Ну что же, на этом полномочия мои уже все. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии, делитесь мнением. Я всех читаю, буду рада услышать каждого. Всем спасибо, что смотрели. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь. Всем пока!